книжку еще нужно каждый день заполнять. Bridge Engine Order Book. В нашем случае вот. Я раньше заполнял, сейчас Филиппок этим занимается. Вот это мне очень нравится. Одно и то же писать изо дня в день. Вот новенькие. И вот. Сейчас пойду в спортзал ходить. Перед тем, как идти, хотел рассказать немного об инертизации, которая у нас и происходит уже. Где-то когда она началась, с 6 утра. Еще будет 1,5 суток, наверное. Ну, смысл заключается в том, что компания прислала ЦУ, в общем, нужно выдуть эти гидрокарбоны, отвести их к минимуму. А что это такое? Это наш crude oil carrier, это который такой нефтеперевозчик, перевозит нефть. Эти газы, нефть, естественно, остатки нефти остаются в танках. Вот, пальцем показать. Вот этот люк, видите, dangerous atmosphere to be ventilated before entering. Опасная атмосфера должна быть провентилирована перед входом туда. Вот. Это люк, горловина. Можно залезть в танк, но если он там помыт и провентилирован. Вот каждый люк. 1, 2, 3, 6. И с другой стороны 6. Вот есть такие PV wells. Это pressure vacuum. Давление вакуум. На них написано 1400 мм водяного столба. Он открывается. Минус 350, когда вакуум. Потому что танки громаднейшие. И в них, когда груз нагревается, давление вырастает. Они подрывают. Если идет вниз, то давление то вакуумируется. Зачем нужна система инертных газов? Чтобы не произошел взрыв. Так как раньше на заре строительства танкеров происходили часто аварии из-за этого, потому что не было системы инертных газов. Для пожара или взрыва, как говорят на курсах, нужен треугольник такой. Если одна составляющая отсутствует, то его не будет. Что для этого надо? Источник — это газы, кислород 21% и электричество или какой-то разряд, искра, там, не знаю, пламя. Электричество оказывается, когда судно идет через океан или морские волны, постоянно происходит, у нас накапливается статическое напряжение. Вот то, что я вам показывал на трубах, на фланцах соединения, там газоземление идет с одного фланца на другой, такой кидают конец. И тоже я показывал в каюте, я сам хожу, и меня постоянно стреляет искра такая. И вот, чтобы этого взрыва не происходило, нам нужно выдуть одну составляющую — кислород. И вот эта система инертных газов, вот эта здоровенная труба идет, вот так вот рассил и пошло на палубу. Вот сюда, в грузовую линию, справа по всем танкам. Мы выдуваем кислород. Из машины идет 3,5%. Мы дышим. Нормальный человек может дышать 21%. Если падает уровень до 19, все, человек умирает. Итак, здесь как бы на палубе рассказал. Будем подавать инертные газы с содержанием кислорода 3,5%. Выдуваем эти гидрокарбоны. И дальше я пойду в машину, покажу, как она работает, система. И в CCR, тоже там панель управления. Попытаюсь как-то объяснить. В моей каюте инструкция. Energas System Kashiwa. Made in Japan. Перед тем, как перейти на танкера, я очень много читал таких книжечек. Вот видите, чертеж снова с этим Samsung. Кошмар, невозможно поглядеть. Для чего она нужна, как устроена. Такая же панель. И все тут написано. Все написано, только на английском языке написано. Вот, как запускать. Как, чего, что делать, какие есть проблемы. Такая книжечка. Но книжечка книжечкой, лучше объяснить визуально, снять видео. Вот после того, как я пойду в спортзал, похожу, спущусь в машину, расскажу. Там, правда, так шумит, это кошмар.
из-за пара, там уже главный двигатель не слышно. В спортзале хорошо слышно, как шумит пар в вакуумном конденсаторе. Ну а на палубе шумит этот инертгаз с двух сторон. Ну, наушнички одену, будет нормально. Сегодня, кстати, котел у нас же потух, я говорю, монитор. Я свои видео посмотрел. Опа. И нормальный там код доступа. Помогает. Наш энергогаз систем начинается снова с котла. В данном случае с этого. Это номер 2. Номер 1 сейчас стоит. Сейчас мы поднимемся наверх. Я снова расскажу. Я уже в какой-то серии рассказывал, но попробую сейчас снова повториться. Это что-то новенькое. Котел номер 2. Вот он работает. Постоянно. Работает он. Нагрузка у него 40%. Обычно наш котел работает. Старт где-то там 5,5 бар там, или 6. Остановка 7, 7,5, 7,7. В режиме, когда турбины крутятся или инертгаз работает, вот он закидывает аж 15,5 бар. Так, идем дальше. Что делает котел? Наш котел вырабатывает газы, которые должны потом охлаждаться. Так свистит. Много отвлекся. На клапан на это тоже надо делать. Капает уже конкретно. Вот, котел сжигает топливо. Сейчас вот я, кстати, счетчик запишу здесь. Взял ручечку. Вот он, счетчик. Сколько литров. Но по грубым подсчетам 1 тонну в час, чтобы заэнергизировать все танки. Вот, продукты сгорания вот эти выходят в трубу. Вот, здоровенная такая труба, вот моя рука. От нее, сейчас я поднимусь наверх, специальный клапан открывается. Вот, видите, ответвление пошло. В принципе, что там ходить? Я там уже ходил как-то. Там газ uptake valve. Он на автомате открывается, закрывается. Газы идут в скрабер. Предварительно там работает насос скрабер памп. Запортную воду гоняет. Вон, видите, там аквариум. Он это дело все орошает. Душ происходит. В общем, понижает температуру, очищает от всяких примесей, там СО2 и прочее. В общем, от всех очищает. Газы охлаждаются. И вот выходит аут. Дальше их дуйка. Сейчас пойдем туда. Газы идут. Вот там. Так. Кстати, тоже подвод забортной воды. Вот давление 2 бара. Скрабер памп. Кстати, хай-левелы. Так, снова же снимаем этот аквариум. Вот они, газы выходят. Засасываем в эту бловер. Дуйка. Она работает. Это и работает. Вот она всосала. Вот нагнетание. Ну и пошло нагнетание, то, что я уже показывал. Тоже автоматический клапан. И наш кислород булькатит. Кислород у нас 3,4%. Если его больше, о, нормально, нашел нежданно-негаданно. Филиппосики наловили. Вот они, красавцы, они даже это на электрод поймают или пальцем. Где они там поймали, не знаю. Ну, в общем, если
Уровень кислорода больше 5%, открывается тот клапан, тут инертные газы в трубу туда. Если меньше, я потом покажу на схеме, там кнопочки мигают сюда. Но они постоянно на 50% гуляют. И все эти газы погнали на палубу. То, что на палубу, я со своей каюты снимал. Вот они вышли. И пошли. Вон труба. И все, и в танке. Наши газы выходят из котла. Кстати, я хотел сказать. И получается он же газы откуда-то берет, топливо сжигает. Но топливо надо же воду греть. А вода превращается в пар. 15 килограмм давления. И уж надо куда-то девать. Турбины у нас не крутятся. На обогрев нам не надо. Сейчас пойдем вниз, я покажу. Он идет вакуумный конденсатор. Там шипит хуже, чем главный двигатель. Не слышно, как главный двигатель работает. И там же конденсируется. И насосами загоняется в теплый ящик. А потом из него другим насосом подается обратно. И так по кругу. И все это за 24 тысячи долларов в день. Да, шипит, парит уже хорошо. Чувствуется, жара такая. Турбина еще будет. Тут я уже ходил. Зрелище хорошее. Для съемок нормально. Вот он пошел на обогрев турбин. И также пошел сброс. Вот вакуумный конденсатор. Здесь запортная вода. Все это дело конденсируется и насосиком откатывается. Если маньячил с пара, с всеми срыв-пакетами, когда пару раз обжегся, оборвался, то больше уже не балуется. Так, снимаем. Вообще парит хорошо. Самовар такой. Камера запотела, наверное. Так, сейчас сниму панель управления. Вот как работает главный двигатель. Вообще не слышно. Это еще в наушниках стоит. Слышно только, как пар шипит. А счетчик забыл записать. Ну, пока вниз, вверх. Так это этаж, наверное, 6-7. А этот котел стоит. А зараз, кстати, вовнутрь полезем. Интересно будет тоже заснять. Вот он счетчик наш. Сейчас запишу. Ручечку взял. Safety Wells, он написано 16 бар. Если вдруг не остановится, то на 16 килограмм на сантиметр квадратный они подорвут, и пар будет в трубу идти. А то так вообще взорвется. Сейфти — это предохранительные клапана. Покидаем сие помещение. Возвращаюсь с добычей. Творожок с изюмчиком. Сейчас посмотрим, сколько котел скушал. Топливо 21, значит было 12, 21 минус 12 будет 9 часов. 9 часов? Номер 2. 212 550. Оп, 10 тонн. Нормально. 10 тонн скушал. Приблизительно тонн. Положение об Energas System. Это 2 видео, то, что я заснял в CCR и в нашем Engine Control Room. Ну, потому что я же не могу там ходить и вот это наговаривать при людях.
подумают, что совсем это немножко не в себе человек. Так я по машине хожу в наушниках, там не слышно, можно поорать в камеру. А так на разговор-то сильно никого не вытянешь под камеру. Ну вот я поэтому как бы сам и снимаю. Вот у нас панель управления, видите, Toshiba Enertgas System с камерой на камеру. Вот что я ходил. Котел номер 2. Вот он зеленый. Вот этот Uptake Well открытый. Вот пошел газ в скраббер. Он также и выглядит схематически. Скраббер — это где забортный насос, вот он работает. Скраббер памп. Подает как душ такой, там фильтр. В общем, эти газы проходят, очищаются, там орошаются. И выходят чистые с нормальной температурой, идут на бловер. Дуйка. Вентилятор. Вот тоже работает. Тоже я там ходил. Потом идут два клапана, я показывал. Там, где рыба висит, где рыбу заворачивали, это в атмосферу. А это уже на палубу. Если больше 5%, где рыба висит, открывается клапан, идет в трубу, в атмосферу. Но они вот туда-сюда. Вот сейчас этот закрыт. Получается, этот закрыт. Это 50% открытия. Это полностью открыт. На палубу вот сейчас открыт, этот закрыт. Но если будет уровень кислорода меняться или давление повышаться, они будут так гулять. Вот. Пошел на палубу. Тут прошел через Deck Water Seal. Это такой... Меня, кстати, вопросы как-то на собеседовании спрашивали. Национальная иранская нефтяная компания. По телефону. И там типок спросил, говорит, а зачем Deck Water Seal надо? А я не мог внятно ничего ответить. Я говорю, ну чтобы инертные газы не зашли в машину, там люди не задохнулись. Говорит, извини, дружок, неправильно. Я говорю, ну расскажите хоть, зачем? А он говорит, то, что инертные газы идут в танки, вдруг что-то случается с котлом, и если бы этого Deck Water Seal не было, естественно, там давление больше, тут меньше, он остановился. Идут газы обратно, ничего им не мешает. Ну, хотя там есть еще non-return valve, еще там всякие клапана, и можно вручную закрыть. Ну, вот представим так, что они возвращаются обратно, этого гидрозатвора нет, на который, кстати, один насос работает, подает давление воды. И они идут таким же образом обратно через дуйки, идут в котел, и вдруг там котел запускается, вначале инертные газы, ну ладно, это еще не беда. А потом идут эти взрывоопасные смеси, гидрокарбоны, там, ну как вот, если бензин оставить, вот это будет все испаряться. И происходит взрыв. Вот для этого нужен Deck Water Seal. Вот, все рассказал. Сейчас на видео дальше будет содержание кислорода, а внизу кнопочки. Сейчас я там остановлюсь. Вот. И так мы ее запускаем. Это в машине. Вот, содержание кислорода 3,5. Вот кнопочки. Подходишь и включаешь. Ну, мастер свич это всегда горит. Нажал ее. Emergency stop, что случилось там. Открыл, стоп, нажал. Поехал. Скраббер памп запустил. Потом бойлер Uptake Well. Тут есть 1, 2. В нашем случае котел номер 2. Значит, на него открыли. Потом, что там дальше? Потом Main Fan. Ну, фан это бловер, это дуйка. Запустил. И последнее. И пошел уже в этот в CCR к стропому. Он там посмотрел, ну, уровень кислорода упал, нажали кнопку газ, инерт газ supply, и все, пошла жара, все открылось, закрылось, и система в работе. Вот она шумит, пыхтит сейчас ночью, вон шумы. Вот этот Deck Water Seal видно. Ну все, вот эта большая труба, и пошло все на палубу. Ну, за 2 дня убьем 50 тонн топлива. Вот такие прогнозы мои.
по распорядку или по графику осмотр первого котла изнутри, газовая сторона. Он у нас остывал где-то сутки. Сейчас, по идее, должны вскрыть там крышку, люк и фонарик. Там еще другие возьмем. Посмотрим, как то можно залезть, нельзя или так. Просто руку засунул с подсветочкой. Посмотрим. Должны быть там трубы, все такое. Но черная сажа. Хотя, может и нет. После дробилка не сильно черная. В общем, видео покажет, как оно там внутри. А ну еще раз подсвети. Да, нормально. Лови! Вот. Ой. Как это? Сверлер. Говоришь? Ну, сверлер называется. Закручивать. Да. А у тебя, ну посмотри, чистил? Не, он нормальный. Я же сверху смотрел. У меня на одном пароходе я вообще даже посмотреть не мог. О, а тут смотри. А не так оно и... Трубы, тут вода идет. Так, первый полез. Так, жарковато тут. Ради съемок решил залезть вовнутрь. Так, теперь надо вылезти отсюда. Задницей. Как Винни-Пух, можно застрять. Капелыка. Вот такая крышечка. Так, пролез немного, грязный весь, надо робу стирать. Сейчас вы все зрели наш котел изнутри, пришлось залезть, робу постирал, что-то я по соли не подумал, а по-другому. Теперь надо снова стирать. Ну вот так нужно не бояться, лезть везде, в принципе я и раньше лазил, сейчас тоже. Вот только залез, можно там чертежи смотреть, там инструкции читать, но вот только внутрь залез и все понятно, сразу становится. Вот у нас будущий механик тоже залез. Котел водотропный. Сверху форсунка, там закручиватель воздуха, сверлок называется. Приехали. Сейчас другую робу нужно одевать. Так, робу бросаем стирать. Вещички, потому что в порту уже стирать нельзя. И у нас сейчас следующая работа нарисовалась. Сейчас будем этот фильтр дергать забортный с кинстонов, здоровенный. Филиппосы достанут. Тоже интересно будет поснимать. Там забыл.
пистон. И там такие электроды. Так, что там? Copper and zinc. Copper это медь и цинк, понятно. Вот новые электроды. Сейчас старые посмотрим. Сейчас мы будем дуть турбину. Ё-моё, это звонит. Вот такой крошкой. В некоторых пароходах рисом дули. Вот она. Эх, не успел. Ну вот турбина пошла. Видите, черный дым какой. Там открываешь воздух, и он под давлением 7 бар загоняет эту крошку в турбину. Вот столько сажи накапливается. Сейчас она раскочегарилась там 8000 оборотов. Вон вылетает все. Все. И сразу дым становится. А, это второй раз подул. И так 3 раза. Хорошо видно. Вот так избавляемся мы от сажи. Решил я голову провентилировать. Да, в Балтике что-то прохладно. Вода 11 градусов. Но воздух тоже, наверное, 11. Вот сейчас цвет воды заценим. Зеленый, черно-зеленый какой-то. Не то, что в океане. Вот это Балтийское море. Первый раз, когда на практику пошел, тоже узнал, что в Средиземном море куча других морей. Эгейское, ну там много всяких, мраморное. И вроде бы они как бы на карту смотришь одно море, но вот по цветам различаются. Ну вот и так и здесь. Ну что, смотрим на наш дым. То, что говорили, из главного двигателя идет. И видим чистое небо. Потому что разогнались, продулись и все классно. Вот такая технология. Продолжение вчерашней, сегодняшней серии. Вот инертгазы идут Deck Seal, Deck Water Seal. И пошли дальше в танки. Вот это предотвращает возврат газа обратно в котел, чтобы не было взрыва. Ну, видели там внутри, что происходит. Продолжение работы матросов. Ну, вот что я говорил. Вначале зачистка ржавчины, потом грунтовка, а сейчас покраска. И так это может продолжаться бесконечно. Зато свежий воздух. В машине, правда, сейчас тоже нормально с воздухом. Но если жара, то, конечно, плюс 56 градусов максимум бывает в Африке. В этом плане не весело. Вот наши мотористы видели, чистят этот фильтр. Матросы красят. Матрос даже. Не знаю, где там остальные. Вот, ну что мы видим? Снова голова замотана. Хотя можно было шапку одеть. Какой-то простынью или трусами замотался. Красит. А это тоже грунтовка. Потом уже серым покрасят. Будет нормально. А вот и старый. Не такой убитый еще. Не пару миллиметров. Такие болтики небольшие. Ну,
детали. Медный. Медный, надо менять. Рыба. Сегодня серия по механическим делам. Сейчас эти вот котел запускают. Первый, в который мы лазили вовнутрь, топку осматривать. Постепенно его подогревать надо, часов 5. Сейчас идет продувочка воздухом, это чтобы взрывоопасные смеси там внутри не накапливались. Если что-то искра пойдет. Вот, кстати, она. Свечи. Электроды. Сюда подается 16 тысяч вольт трансформатор где-то тут. На прошлом... О, все. Закрылись захлопки. По звуку слышно. Сейчас эта форсунка пойдет вниз. Потом и сюда будет питание подаваться 16 тысяч вольт. Пойдет искра. Здесь воздух, дизельное топливо. Будет распыл. И пойдет пламя. О, пошла вниз. Оп. А потом на основную пойдет топливо. И будет факел ярче. Вот там мы внутри были сегодня. Так, пока что... Вот, все, основная пошла. Сейчас она должна вверх вылезти. Это я на одном пароходе 3 месяца тут прожил наверху. Так уже я наизусть все помню. Сейчас. Сейчас флейм-детекторы схватили, тоже пламя есть, датчики. Когда все нормально, она вылазит вверх. Ну, задержка такая. Все, вылезла. Ну все, про котел тоже рассказал вкратце. Вот такой факел. Внутри вы видели трубы, по которым идет вода. Вот пламя, огонь греет это все дело. Они превращаются в пароводяную смесь, сверху пар. И дальше пар уже отрабатывает свое дело. Вы видели, турбины раскручивает, греет танки всевозможные. Там вообще много куда его можно заслать.